Здравствуйте! Я снова приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы с вами будем готовить тонкие, вкусные, эластичные блинчики с двумя начинками – с яблоком и с творогом. Для теста нам понадобится 2 яйца, сахар, соль, растительное масло, молоко, мука и горячая вода. Разбиваем 2 яйца в миску. Добавляем соль и сахар. Хорошо перемешиваем венчиком. Наливаем половину порции молока. И постепенно вводим просеянную муку. Тщательно размешивая, мы добились однородной массы без комочков. Это самый важный момент приготовления этого теста. Теперь наливаем оставшееся молоко и добиваемся однородной массы. Затем добавляем горячую воду в тесто, медленно вводим и хорошо размешиваем. Добавление воды в тесто делает блинчики эластичными, нежными и очень тонкими. И последний наш ингредиент – это масло подсолнечное. При жарке я не использую масло, я не смазываю нашу сковороду маслом. Теперь дадим нашему тесту отдохнуть. Где-то понадобится от 30 до 40 минут. Его также можно отложить и на ночь, и приготовить на следующий день. Наше тесто отдохнуло 40 минут. Посмотрите, какое оно получилось. Оно похоже на густые сливки. А теперь приступаем к жарке блинчиков. Разогреваем нашу сковородку на среднем огне. Сковородка должна быть разогрета очень хорошо. Наша сковородка 25 сантиметров объемом. Всегда непрерывно помешиваем наши блинчики, потому что скапливается масло наверху. И чтобы было однородное тесто, надо перед каждым блинчиком помешивать. Наша сковородка хорошо разогрелась. Приступаем жарить. Как только появится жареная корочка вокруг блинчика, мы можем перевернуть его. Для этого я буду использовать деревянную шпажку. Мы закончили жарить наши блинчики. На кухне стоит невероятный запах. Посмотрите, какие они получились у нас нежные, тонкие, эластичные, что можно даже сжать в кулачок. А кушать можно бесконечно. А теперь будем готовить начинки для наших блинчиков. Начнем с яблочной начинки. Нам понадобятся яблоки, сахар, сливочное масло и немного крахмала. Мы очистили наши яблочки от кожуры и нарезали на небольшие кусочки. Очень мелко их нарезать не надо, вот на такие кусочки. Разогреем нашу сковородку на среднем огне и положим кусочек маслица. Надо растопить наше маслице. И теперь мы будем тушить наши яблоки. Аккуратно переложим в сковородку. И нам потребуется несколько минут, чтобы их притушить. После нескольких минут мы добавляем сахар. И дальше размешиваем. Яблочки дальше тушатся, пока не станут мягкие. Яблочки у нас томились минут 20. При тушении яблок выделяется жидкость. И чтобы загустить эту массу, мы добавляем немного крахмала. В данном случае у меня кукурузный крахмал. Нужно хорошо размешать. Вот она у нас на глазах. Эта масса густеет. Если кому-то нравится, вы можете добавить корицу. Еще минуты 3, и наша начинка яблочная готова.
Яблочная начинка готова. Теперь ее нужно немного остудить и начнем заворачивать. А теперь мы будем готовить творожную начинку. Для этого нам нужно творог и сахар. Положили наш творог в посуду, насыпем сахар и хорошо разомнем творог, чтобы не было комочков. Вы можете вместо сахара добавить изюм, если вы не любите сладкие. У нас получается вот такая консистенция. Она не жидкая, не густая очень. Как раз подходит для блинчиков с творогом. Наша творожная начинка уже готова. Теперь мы можем приступить к заворачиванию блинчиков. Будем их со стороны более жареной класть начинку. Вот так вот их подкручиваем. Закручиваем в рулетик. Вот посмотрите, какой блинчик у нас получается. Складываем конвертиком, а потом заворачиваем в такой рулетик. А сейчас начнем заворачивать в яблочную начинку. Так вот их прижимаете и конвертиком складываете аккуратно. А потом в рулетик. Ну что, наши блинчики готовы. Посмотрите, как они выглядят красиво и аппетитно. Спасибо, что посмотрели наше видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы вас будем дальше удивлять.